Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua. Если что, сегодня на канале будет две рубрики «Комментирую игру моего подписчика». Это в 12 часов, естественно, сейчас. И в 18:00 будет еще одна рубрика, потому что я после стрима решил отдохнуть. У меня есть, конечно, контент, но он довольно-таки однотипный и очень похож на два предыдущих ролика. Поэтому я не стал, если что, его выкладывать. И я лучше прокомментирую рубрику моего подписчика, потому что очень много этой рубрики накидали. Вот я месяц просил, чтобы мне накидывали, и вот в последние несколько дней мне накидали столько каточек, поэтому я лучше откомментирую две рубрики и сделаю, скажем так, себе меньше контента от подписчиков. Поэтому, ребят, всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто засыпает, всем приятных снов. Ну что, погнали, будем смотреть каточку. Сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Он мне написал в личку в Телеграме и такой говорит: Саня, я записал такой контент, который бывает раз в 100 игр. Ну что ж, я надеюсь, эта каточка меня не разочарует, и каточка в действительности раз в 100 игр будет. Ну что ж, посмотрим, что здесь будет. Это такое лютое противостояние, и какое место он займет-то по итогу. Скилл да и только, как называется, да? Вот эти вот все скилловые моменты. Ладно. Хочу напомнить, ребят, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно расписываю, что нужно сделать, как нужно сделать и, соответственно, что мне нужно отправить. Все. Все. Открываем, смотрим, изучаем, отправляем. Я, соответственно, буду комментировать вашу игру. Неважно, какой у вас скилл. Не стесняйтесь, кидайте ваши каточки. И на самом деле, я вот сколько раз уже говорил, там, много-много-много раз говорил, была, знаете, вот был месяц затишья, никто ничего такого не присылал, все было вот такое, ну, короче, только Топ-Не-1 постоянно засылал мне контент, там, все такое, говорю, ну, просто, ну, добротный контент кидал, вот, и затишье-то прошло. Затишье прошло, у меня теперь столько этого контента от моих подписчиков, поэтому, ребят, все по порядку я выложу, все такое, но вот эту вот годоту меня попросили записать, вот прям, давай, говорит, давай, потому что, ну, это контент контентом, всем контент. Ну, что ж, убедил, погнали. Погнали, будем сейчас обозревать. Но, перед тем, как мы сейчас как бы полноценно погрузимся в эту каточку, все такое, ребята, мне нужна ваша поддержка. Осталось меньше 30 подписок до 2000 подписчиков на ютубе. Я понял, это скилл detected, скилл обнаружен. Это, конечно, не самая лучшая панда. Я бы даже сказал, это одна из худших панд, которая только могла упасть на начальных раундах. Ну ладно, к этому мы сейчас вернемся. Короче, мне нужна ваша помощь. Мне нужен от вас лайк и комментарий от 3 слов. А кто не подписан, то обязательно подпишитесь, потому что скоро 2000 подписчиков. Помогите, поддержите. Все. Обнял, приподнял всех. Вот, и спасибо за поддержку. А еще телеграм-канал есть, ребят. Понял, тут 2 скилловичка получается. Он скилловичок, первый. И второй там типочек. Чисто одновременно им упала панда. Нормас. Я так понимаю, здесь будет контентище. Панды такие мягкие. Обожаю этот перевод от Драгонеста. Панды такие мягкие. Что он этом имел в виду, а? А ну-ка, пишем свои догадочки в комментариях. В общем, засунул он свой клевер, если что, в эту панду, чтобы был больше процент на выпадение с этой синергии. То есть, чтобы вы знали, клевер работает на синергию панд. Да, работает, но, честно, не знаю, работает ли 2 клевера. Но вроде как говорят, что да, работает, если закинуть их в разных панд. Ну что ж, наверное, работает. Я не спрашивал техподдержки, но они мне скажут такие: контент для самоизучения. Бери, сиди, разбирайся, высчитай. И ты такой: ладно, ок. Ладно, ок. Хотя на самом деле надо в действительности будет спросить, работает ли 2 клевера в разных пандах. Интересный такой момент. Интересный такой момент. Если что-то узнаю, то, соответственно, я сообщу в своем телеграм-канале. В общем, я там говорил за свой телеграм-канал, ребят. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Там я веду свой небольшой личный блог. Никакого спама, сразу говорю, нету. Я не заспамливаю всяким там бредом, рекламой и тому подобное. Нет. Там чисто мой канал с моим личным блогом, где еще есть чат комьюнити, что самое главное. Когда стримы пишу, делюсь всякими такими моментами из жизни, то есть что происходит и тому подобное. Короче, подписывайтесь, много чего интересного зачастую бывает, если, соответственно, вам это интересно. Плюс чат комьюнити есть. Все, подписываемся, не стесняемся и погнали, погрузимся в эту каточку. Наговаривал я, получается, сейчас на панду. Ой-ой-ой. Случайно, простите, пожалуйста, случайно на паузу поставил. Это не я, сразу все, руки вот мои. Эти руки ничего не крали.
Так. Что ж дальше будет? Взял богов. Начало похоже на боговорков. Похоже на боговорков. Похоже. Но вот что конкретно дальше будет, это пока что непонятненько. Ну, противников один играет на лустрике. Ну, я думаю, здесь будет бог-жрец 100%, потому что сейчас мета богов-жрецов. Вот этот вот типочек будет, скорее всего, играть на богах-жрецах. Пропустил момент, что там по реликвиям было, но я надеюсь, он откроет в течение игры. И, соответственно, узнаем, что там было по реликвиям, потому что я что-то как-то из головы вообще вылетело, пока я там с вами приветствовался, все такое, начало делал. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Вот. Ну, неплохо пока что уровень взял, да? А почему? Зачем? Ага, чтобы поставить еще одного орка-шамана. Кстати, прикольный стиль на орке-шамана. Я сначала подумал, что это кот. Знаете, почему я подумал, что это сначала кот? Потому что, смотрите, я подумал, что это не рога, а уши, во-первых, кошачьи. Ну, такие необычные кошачьи уши. Короче, ладно, провтыкал. Это рога все-таки. Но я подумал, что это не тень от булавы, а то хвост. Вот что я подумал. Ну, тут боги, кстати, есть. Тут реально можно на богах катануть. Будет прикольно. И еще есть орк-шаман. Ладно. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Есть, кстати, Флугорн, вроде как, да, там Зевс, по-моему, и Хан есть. Ладно, сейчас посмотрим еще раз. Что-то как-то мельком гляднул. Гляднул. Есть такое вообще слово? Гляднул. По-моему, такого слова нету. Ты что, импактовая стала панда? Не, на самом деле вот эту вот панду, Шторман, надо как-то апнуть. Не знаю, как по мне, она очень слабая, эта Шторм-панда. Очень слабая. Ты чё? Ты нормальный? Я ж... Ну да, там есть орк-шаман, Зевс. Нормально, да? А может ты рок войны еще сейчас найдешь? А то я, кстати, не помню, ты скипнул этот рок войны или нет. Если ты не скипал, находи рок войны, закидывай этого голема и души всех. Ну что еще здесь? Ну, это жестко. Ребята, у кого не падала легендарная фигура на ранних раундах? Давайте хотя бы на экране посмотрим, потому что я вхожу в ваше число. Охренеть. Но у меня нет слов. Он если сейчас еще и 4 богов поставит и рок войны закинет, то это будет жестко. Это будет очень жестко. Китаец там в шоке сразу. Такой думаю, а ну-ка, ну-ка. Ладно. Не, надо рок войны. Без рога войны этот голем не такой жесткий. Хотя все равно он жесткий. Он, во-первых, выжигает. Что, извините, меня уже достаточно. Как бы еще сейчас богов поставят. Это будут вообще шикарные мехи есть. Я думаю, он пока что, верит. Верит во все. А ну, рок войны есть, нету? Покажи, рок войны есть? Давай рок войны найдешь. Он реально может найти рок войны. Во-первых, у него голем будет выжигать свои пассивки, а во-вторых, он будет чистым уроном бить. Это жестко. Я в шоке. Нашел легендарную фигуру так рано. Да. Чел такой. Как? Не, на самом деле ему могла фигура пожестче упасть. Но вот эта конкретно фигура, это одна из жестких фигур. Потому что у нее есть суммон. И, извините меня, она может намутить движа. Еще особенно если несколько големов упадут, это будет вообще финиталя комедия. Этот голем очень сильный. Во-первых, у него много магического сопротивления. Это первое. Второе, он бьет чистым уроном. Третье, он еще и выжигает. Извините меня, нормально. Но это похоже на хороший старт. Ну как хороший? Отличный старт. Не, ему, конечно, мог легендарный тролль упасть какой-то, это было бы еще жестче. То есть, допустим, если бы ему упал какой-то орк-шаман сейчас, то орк-шаман не был бы настолько сильно импактовый, как вот, допустим, тролль. Точнее, орк-чернокнижник. То есть, орк-чернокнижник на старте хорош. Но вот орк-шаман не настолько был бы хорош со старта, как вот орк-чернокнижник. Ну, а если бы тролль упал, то это вообще было бы идеально. И мне кажется, что... Вот, давайте так. Напишите в комментариях, какая фигура вот прям вот на ранних стадиях будет разваливать, будет здоров из легендарных, если нападает, допустим, с панда. Я считаю, это тролль, Свен и темпларка.
Хотя темпларка это такой 50-50. Вот тролль и Свен это прям, извините меня, то, что в действительности будет пятую точку сжечь от А до Я. Поэтому, мне кажется, да. Топ, не, я думаю, ты там ставочку какую-то сделал, да? Ну, потому что вот это неадекватно. Это нездоровая тема. Это нездоровая тема. Либо ты кому-то душу продал за то, чтобы тебе вот так вот сейчас сыпало по пандам, либо же, я не знаю, может тебе сейчас еще один орк-чернокнижник придет? Если тебе сейчас орк-чернокнижник придет, еще яйцо упадет, то, по-моему, это будет как бы, ну, чересчур, да? Орк-чернокнижник 2 звезды на 10-м раунде, это, это еще тот прикол. Кабанчики, награда за гоблинов. Ну, награду за гоблинов берет, окей. Ну, в принципе, и нормально. Он если сейчас еще вот это вот аж собьет винстрик, будет вообще шикарно. Вчера записывал, позавчера, точнее, записывал комментирование буковки D, а тут у нас буковка H. Кстати, хитрец. Ну, нужен рог войны. С рогом войны будет вообще люто. Без рога войны просто вот этот орк, точнее, вот этот варлок, он не так, ну, не так жестко бьет. А вот с рогом войны это прям то, что доктор прописал. Ну, в любом случае, как бы вынес его. 3700 урона. Не, надо рог войны. Да ты прикалываешься, алло, ну остановись, пожалуйста. Остановись. Хватит. Пора остановиться. Тебе не кажется? Слишком много сумонишь. Не дай бог ты сейчас орка-чернокнижника еще суманешь. Не дай бог. Он сейчас выйдет в 80 монет, будет себе брать тупо уровень. И я надеюсь, что ему хотя бы на 15-м раунде упадет рог войны для того, чтобы он будет усилить своего варлока. Хотя на самом деле он может сделать синк и баут, поставить варлока вперед, закинуть рог войны... А, не, подожди, рог войны не работает. Все, забудьте. Забудьте то, что хотел сказать. Я только что подумал. Хотя, в принципе, можно было так и сделать. Короче, рог войны не работает почему-то на орка-жреца. Когда это пофиксили, когда это сделало, вообще в душе не понимаю. То есть, ну, не знаю, когда это пофиксили. Но, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что орка-чернокнижника он поставить может на первую линию с рога войны. Потом, там, кстати, стырили его винстрик. Чел с нефритовым генералом. Нормас. Ой, хорошее усиление. Я бы даже сказал, добротное усиление. Вот этот шаман лавы, это то, что вот доктор прописал. В общем, ставит этого орка-чернокнижника наперед. Он сумонит. И орк-жрец, когда наполнит свою ману, может тоже засумонить с некоторой там вероятностью этого орка-чернокнижника. Засумонит этого орка-чернокнижника, это, соответственно, что? Это плюс, огромный плюс. Нормально сказал, да? Плюс, огромный плюс. Think about. Ну давай, вот чтоб я не разочаровывался сейчас в этой каточке, ты тупо сейчас возьмешь и выкатишь мне орка-чернокнижника еще одного. Давай, панда. Чтоб я не разочаровывался. Давай. 5 винстрик. Нормально. Пока что что-то не идет. Удача закончилась. Нет, ты пиво не трожь. Пиво тебе помогает. Вот, не знаю, я вот эту вот панду громовую вообще как бы не вижу ни в одном билде. Плохая панда. Это, ну, не знаю, мне пиво больше импакта вносит, нежели вот эта вот панда-маг. Она слабая, ее надо как-то апнуть, эту панду. Потому что тот же Эмбер, он себя раскрывает уже в двоечку, а вот... Только не скажи, что у него там сейчас панда находится. Топ не один. Я так понимаю, тут чел решил бросить конкретно тебе вызов, потому что ты нашел себе легендарные фигуры. О, еще бог-жрец. Ну, ребят, я там в начале игры уже сказал о том, что будет орк-жрец. Бог-жрец. Смотрю на орков, говорю орк-жрец. Я там в начале игры говорил о том, что будут боги-жрецы. Получается, я Ванга, я Нострадамус. Да, жестко. Да, это жестко. Это сильно. Это очень сильно. Ну, короче. У него здесь будет баттл. Во-первых, он будет играть сейчас против типочек, у которых будет хитрец 3 звезды.
потому что там все намекает на то, что там будет хитрец 3 звезды. И он играет сейчас против типочка, который играет на этом, на богах-жрецах. Короче, здесь будет потная каточка, несмотря на то, что у нее такой старт. Как я уже ранее говорил, какой бы ты ни был скилловый, тебе всегда придет тот, кто будет намного фартовей. И в данном случае OTC вот этот у него там пока что нормально. Если он сейчас еще одного хитреца найдет 2 звезды, там я вообще обалдею. Здесь Мамора была, боже. А прикиньте, ему бы сейчас на 10-м раунде упала бы Мамора. Он бы вот этого орка чернокнижника засунул в Мамору, собрал бы его в 3 звезды. Ну, если бы повезло. Но судя по тому, как ему идет, там бы повезло. Не, я боюсь даже представлять об этом. Ну вы прикиньте. На секундочку прикиньте. Вам тупо упадет Мамора на 10-м раунде, когда у вас есть такая легендарная фигура. Там же лавовыми голевами так будет спамить, что ну его в баню. Да, он будет играть на богах-орках, только пока что не совсем понятно, как он будет играть на богах-орках. Максимально жадно сейчас играет через награду за гоблинов, и это правильно на самом деле. Давай, апгрейд уже. Ну пора найти орка чернокнижников 2 звезды. Пора. Так, тут чел играет через рыцарей плюс троллей. Но тролль на самом деле... Ну вот этот орк чернокнижник, он со старта очень жесткий. Да он и сейчас жесткий, но просто големы дополнительные не падают. В 2 звезды там големы ощутимо падают. Тут же не так жестко падают. Ой-ой-ой, как же тебе хорошо идет. Может, чернокнижника еще поставишь? Не хочешь. Ну ладно. Поставил 4 орков. Окей. Плюс 400 хп на самом деле это тоже очень приятно. Но я больше опасаюсь того, что там чел сейчас найдет себе еще хитреца в 3 звезды. Хитрец в 3 звезды может ему устроить поплаву лютую, но только если он там, допустим, не будет играть через орка-шамана, который накроет тучкой, и, соответственно, этого хитреца вынесет спокойно. Не, ну это жестко. Голем это жестко. Ему в действительности просто не хватает сейчас рога войны. Ой, еще один голем насумонился. Не, голема имба. Слишком сильные големчики. Да, они 8 секунд всего лишь там живут, но все же. Это очень сильно. Чел такой... Как? Как ты это сделал? Восемь винстрик. Порядок. К успеху идем. Поставят 4 богов, будет еще шикарней. Там на голема будет у него 20 секунд КД, чтобы он юзал этого чернокнижника. Но на самом деле сейчас, если ему еще один варлок придет, и придет ему яйцо, он соберет его в 2 звезды, у него уже будет очень мощный стол. Там спам будет. Просто закачаешься. Воины, походу, собираются. Они, походу, по 100% скорее всего собираются. Вот это вот я уверенно говорю, да? Скорее всего. 100% скорее всего. А чьи-то бабки мне на счет сейчас капнут. О, да, бери уровень. Топнил. Его отвлекли. Боже, он отвлекся в этот момент, короче. Короче, его отвлекли в этот момент. Он тупо сейчас 8 монет пролюбил. Это больно. Ну ладно. Ничего страшного. Бывает. Но это обидно. Это обидно, то, что он в этот момент отвлекся. И 8 монет просто сгорели. Да у него там не 8, у него почти сколько? 8 плюс 8. Да там очень много денег сгорело. Очень много денег сгорело.
Да, там огромное количество денег сгорело. 16 монет. Это минимум 16 монет. Там можно еще досчитать немножко, но минимум 16 монет сгорело. А это, извините меня, куча опыта. Мы будем уже быть 9. Ну ладно. Нечего скорбить о том, что уже произошло. Серьезно? Серьезно? Чел с Маморе достал себе хитреца в 3 звезды. Так рано, прикиньте. Я уверен, что это он не с яйцами сделал. Я уверен, что он с Маморе достал себе в 3 звезды. Ой. Давай сейчас тебе Мамора упадет, и закинешь туда орка чернокнижника, закинешь туда его, у тебя в 3 звезды к 30 раунду будет. Давай. Ну, чтобы как бы, ну... Это панда, конечно, полная поплава. Ну, ладно. Так, пиво продал, окей. Рок войны. Сумка тоже неплохо. Ладно. Магическая панда, так магическая панда, значит, окей. Шамана лава соберет 3 звезды, тоже будет очень круто. 10 винстрик, как же не хочется его проиграть. Но на самом деле он может его спокойно проиграть, потому что там есть чел, который намного сейчас его скиллов и тупо нашел себе хитреца в 3 звезды. Сейчас он себе, ну там уже собрался себе фуловое кунг-фу, там он будет, ну, он будет ему... Ой, я даже боюсь представить, насколько это будет сейчас ему больно. 52 монеты ему надо. В принципе, у него награда за гоблинов закончится, и он может спокойно выйти в 10 и дальше тупо ролиться. Сумку под домена юзнет и погнал. Шаман лавы в 3 звезды как бы может, но из-за того, что там есть хитрец в 3 звезды, там и хитрец в 3 звезды может. Тут еще и, кстати, бог-жрец, то, о чем я говорил. Бог-жрец это не шуточно. Ну ладно. Плевать, вообще плевать. Но тут по-любому нужен медальон. Так, отлично. Ему как бы сейчас нет смысла от полных орков. Он в любом случае, когда выиграет, будет получать 22 монеты. То есть у него в любом случае будет переизбыток бабла. Ну, катка интересная. Мне самое забавное то, что там хитрец в 3 звезды. Да. Да, это жестко. Сейчас OTC этот придет, заберет винстрик. Проверяйте. Не, это аж. Коротко, аж. Пандамах тупо туда-сюда летает. Ну, ладно, сейчас импакт от нее есть. Пока что от нее импакт есть, но на самом деле она очень мало дамажит. Типа, как бы я не хотел, но она в действительности очень мало дамажит. Так, максимально будет бабки теперь, все полностью. У нее сейчас полная концентрация попалась, потому что против него там играет хитрец 3 звезды. Он думал, что это изич. Товарищ, вы нормальный? Да ты вышел уже из инкама, бери себе 10-й, тупо на 10-м будь. Че нет? Да, все, он так и сделал. 6 орков. Ну, от орков 6, конечно, сейчас 0 прока, потому что там, смотрите, у него 3 хп всего лишь потеряно. Поэтому от 6 орков вообще нет никакого смысла, по сути. Потому что из-за того, что у него 3 хп потеряно, это сколько? У него 30 хп надбавки сейчас. От бафа 6 орков у него сейчас 30 хп надбавка. Поэтому, ну, такое себе. Очень такое себе. Так. Окей, пошел. Нужен орк чернокнижник 2 звезды. Ну, кстати, панда 5700 урона наносит. Ладно, забираю свои слона. Пока что на импакта. Импакта накидывает. Ух. Боже, как тебе хорошо идет. Ой-ой-ой, 2 тайдухи еще. Они тебе, конечно, вообще не нужны, но 2 тайдухи. Ханчик.
Это можно фуловый горн поставить, кстати. От 6 богов, как по мне, сейчас тебе проку будет мало. То вместо... Ладно. Лич. Ну, сейчас... Ну, сейчас нет смысла от 6 орков. Серьезно, 30 хп надбавки. Можно было бы какого-то даже лича всунуть, чтобы получить магический баф. Получишь же? Ну да, получишь, у тебя же Зевс. Ну да, как по мне, нужно было бы лича ставить. Он, конечно, сейчас очень жесткий, из-за того, что у него есть шаман лавы в 3 звезды. Типа, шаман лавы сейчас будет вечно накидывать свой сайленс, это первое. И это чистый урон. Он, кстати, этим, ну, может поймать хитреца сейчас. Поймает хитреца, то, возможно, не ваншотит его полстола. Но надо поймать его будет, потому что этот хитрец, он будет как просто в попу ужаренный туда-сюда летать. А что такое? А, я думал, пингануло. Знаете, как он еще может поступить? Яшибу, как тебе идет? И лич, тебе уже 3 раза лич пришел. Ладно, 2 раза вру. Или может 3, кстати, может я там момент какой-то пропустил. Легендарки в этой катке ему идут, будь здоров, конечно. Я хочу посмотреть на это противостояние. Хитреца в 3 звезды. И вот его. Ему бы сейчас, конечно, апгрейд не помешал бы. Смотрим, смотрим. Смотрим, смотрим. Жрица, конечно, в 3 звезды может подхилить, но не так жестко. Вот это у них сейчас баталия будет. О. Ну, кстати, да, вот так вот тоже мне показалось лучше будет. Аганимчик? Ну, давай, Аганим. В принципе, нормально. Но он не будет делать жрецов, судя по всему. Я бы на крайний случай, может быть, жрецов бы там попробовал подготовить. Найс, Рубик. Спасибо, Рубик. Ой. Как я обожаю такого Рубика. Чел просто на Рубике только что своровал скилл Гримтача. Спасибо. Очень импактовый парень. Жалко, что ему Мора не упала. Вы прикиньте, если бы он собрал себе орка чернокнижника в 3 звезды. Это было бы жестко. Ну давай. Я хочу посмотреть на это противостояние трехзвездочного. Ух ты, ничего себе, ты еще фулгорн поставил? А ты там, ну, в порядке, дорогой? Он на 9 уровне нашел себе в 3 звезды хана. На 9 уровне. И чел там играет на благах плюс Джаггер в 3 звезды. Вот это катка. Так, это не тот. Но тут шаман лавы есть 3 звезды, поэтому я думаю, будет весело сейчас. Там вечный сайленс, все, пошел, 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 пошел. Ну, от 6 орков, да, ну вообще нет смысла. Но он должен вот этого сейчас Джаггера вообще испепелять легкую. На способности Рубика. Ставим Рубику лайк. Там Йосимори, кстати, на 1 хп живет. Паренек чисто 6 уровень, в 3-звездочные фигуры себе накалякал. И кайфует, сидит. Угу, апгрейд есть. Тролляху берешь. Ему легендарки идут, будь здоров, боже. Хан идет. Несмотря на то, что там есть уже один хан в 3 звезды, он все равно хан идет. Ты думаешь, ай, дай куплю тебя. Плевать. Боже, ему тролль идет нереально. Давай яйцо. Чтоб шамана есть еще. Давай. 6 богов хочешь поставить? Ну, у тебя ж мало активных предметов. Типа, ну только у тебя маска из активного предмета есть. Ну, не знаю. Ой-ой-ой, как хан сейчас застанил толпу. Ставлю лайк. О, не, ну в принципе. А, подожди. Точняк, у него сейчас 3 активных предмета. Дискорд же есть еще. Еще и, если что, шторм шаман туда-сюда летает. Ну, я же говорю, что это, как по мне, но все равно такое себе. Потому что, смотрите,
Да, это будет как бы вечный отхил сейчас. Если море, кстати, вылетел, это хорошо. Он его вынес. Отлично, я думал, что это зеркало пришло. Он может как бы поставить сейчас 6 богов. Ну, они уже стоят. У него, кстати, 2 Зевса. Значит, как-то не заметил, когда он Зевса успел купить. Ну, в принципе, это круто. Смотрите. У него шторм, у которого 1,6 секунды на способности. Он летает туда-сюда, откатывает способность, откатывает предметы. Предметы активируются, соответственно, это плюс. Но шторм шаман сам по себе, ну... Ой, ёп. Там еще и он морских поставил, если что, на секунду. Этот молодой. 60% урона он выйдет. Это будет лютое противостояние. Но, не знаю, объективно говоря, здесь нужен орк-шаман, 3 звезды, в 2 звезды, с аганимом, с посохом 3-го тира, и в таком случае может спокойно испепелить этого хитреца. Они еще до сих пор друг с другом не встретились. Но я думаю, сейчас встретятся. Ну и, кстати, там же есть Горн еще. Они до сих пор не встретились. Ладно. Так, раз Сайленс пошел, 2 Сайленс пошел. Там же, кстати, и кольцо, если что, откатывается еще, и дискорд откатывается. Там вечная маска получилась. Да, А, не, подожди. Способность юзается, но почему-то не откатывается предмет. А, не, откатывается, все в порядке. А че маска не откатывается? Не понял. А че маска не откатывается? Я шибу, что там наспамилось. Может, греться. А почему маска не откатывается? Почему откатывается все, кроме маски 5-го тира? Может, из-за пуз? Что это за бред? Я не понял. Яйцо. Решил магов поставить. Отличное решение. Но там морские есть. Не знаю, мне морские как-то, ну как-то... Мало урона все равно будет. Не знаю, может яйцо закинуть в орка-шамана? Или не хочешь? Хочет. Попробуешь? Ну, можно было бы, кстати, и бусы отдать. Чтоб какой-никакой на отхил был у этого молодого. Они до сих пор с тем чуваком не встретились. Боже, сколько раундов они друг с другом не встретились? Сколько? 11. Ну, 12 раундов уже. Они сейчас 1 на 1 останутся и просто будут бодаться. Скилловик против скилловика. Так, один вылетел, сейчас Аш вылетит, и вот этот вот китаец вылетел. 100%. Свен. Может, Свена возьмешь просто так, потому что хитреца надо будет. Да, они 1 на 1 остались. Что вы понимали, за все время они с друг другом не встретились. Китаец там такой думает. Чи! У китайца истерика. Это жестко. А реально, почему они 12 раундов друг с другом не встречались? Вот что это за баланс? Но у него сильный билд у этого хитреца. Типа у него и посох 3-го тира, и взгляд АЗСа есть, и медальон у него есть. Возможно, не знаю, может Зевс пробьет в 2 звезды под посохом 3-го тира. Но надо посмотреть. Если он, ну, если сейчас Мора упадет, он может взять этого Зевса, закинуть в Мору, и будет все замечательно. Откуда у него еще один орк-шаман? Рейд ночных зверей, это отлично. Они в любом случае сейчас будут друг с другом. И, кстати, они даже могут больше, чем 45 раундов драться. Хотя не. Больше, чем 45 раундов они вряд ли драться будут. Знаете, как он может поступить? Он может найти себе мантию. Но, это если, конечно, фартанет. Он может поставить себе фул этих. Фул кунг-фу через орка-шамана. И в этом случае он может быть, его вынесет. У меня аж палец хрустнул.
It's okay to have witnesses. Let them see how much I love you. Сложная игра. Очень сложная. Не, ну может, кстати, попробовать поставить себе фул морских. Кстати. Я вообще забыл за них. Фул морских может поставить. Фул морские могут ему помочь. Ну, не 100%, конечно, но могут помочь. Я бы на его месте все-таки отдал бы предметы орка шамана. Но он верит в панду, окей. Верит в панду, это хорошо. Кстати, тут морских он ставит тоже, этот парень. Интересно, почему он так верит в панду? А где, кстати, эта панда? Она сдохла? Нет, не сдохла, живет. Ну, скилл. Скилл и никакого мошенничества этого паренька. Из Маморы до 20-го раунда вытащить себе хитреца в 3 звезды. Я считаю скилл. Надо посмотреть. Но он может морских попробовать все-таки сделать. Угу. На 40% магическое сопротивление, но это все равно слабо. Китаец там разорвало, смотри, смотри. Он слишком мягкий. 22 раунда на троих. У вас нет лучшего снаряжения. Нормально там чел. Подсказывает, подсказывает. Чисто болеет за него. Болеет за него, чтобы он вынес этого хитреца. Я его понимаю, потому что надо вынести этого хитреца. Этого хитреца надо наказать. А то, слышишь, так изичная игра для него сейчас. Не, ну если он найдет сейчас аганимчик, вот серьезно, под этого орка-шамана, он его должен вынести. Плюс посох 3-го тира. Но не факт, потому что слишком сильный здесь он. Слишком. Это обидная катка. Но тут скилл. Скилл и никакого мошенничества. Он может морских попробовать поставить. 6 морских. Но... Не, ну хотя... Может быть, в этом правда какая-то и будет. Поставить 6 морских, чтобы вернуть какую-то часть урона. Но просто если хитрец раньше уничтожил... Ну, короче. Если же хитрец убежит и не получит урона, то... Ну, и, соответственно, его фигуры не выживут, то, соответственно, морские как бы ничего не могут. В одиночку не победишь. Присоединяйся. Присоединяйся, будем воевать сейчас. Ну, как по мне, может быть, орк-шаман сейчас что-то и сможет сделать в такой ситуации. Но просто могут прилететь ваншоты. Вот как сейчас. Тупо отхила не было. Все, и как больно прилетает по минус 27. Ему надо хотя бы, ну, не знаю. Может, реально морские. Может быть. А может быть, кстати, Зевс. Зевс может пробить и морских, если что. Просто нужен посох 3-го тира и агоним. И Зевс в действительности может это пробить все. Но давайте будем честными. Хитрец в 3 звезды до 20-го раунда это люто. Это очень люто. Может быть, если Дума, кстати, найти. Может быть, Дум что-то и сделает, кстати. Если Дум накинется на хитреца, он не сможет летать, не сможет дамажить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, от хила нету этого орка-шамана. Тупо нет дамага, нет от хила. Но хотя бы он сейчас не получит больше, чем минус 20. Там, кстати, Зевс много урона унес. Или кто? Кто нанес так много урона, что полстола снес? Дум уже. Давай Дум. Надо Дума найти, правильно. Можно вообще жрецов попробовать поставить. Я надеюсь, сейчас ему упадет посох 3-го тира. Жесткий тип там. Дискорд хорошая тема, полезная. У него сейчас все фигуры намного плотнее стали из-за того, что 6 орков. Вот сейчас импакт есть.
Сложно что-то сделать в этой ситуации. Сложно. Но посмотрим. Шансы, может быть, даже и есть. Ну, тоже, там чел такой, ну, я не буду говорить. Он тоже мог там поставить 6 морских. Чтобы вот вообще шансов не было, он мог поставить в тупую морских. 6. И все. И делай, что хочешь. Китайца там тупо рвет. Взлята Зесса. Неплохо. И предмет третьего тира упал. Так, догончик есть. Догончик берем? Нет? Боже, какой бесполезный предмет. О, это хороший предмет. Ну, блин, посох третьего тира нужен. Без посоха третьего тира будет печалька. Агоним, отлично. Ну и щит пятого тира тоже был шикарен. Ну, посоха третьего тира тупо нет. Но есть взгляд АЗС, есть Агоним. Сейчас вечный сайленс будет. Сейчас должно быть что-то... Что-то должно быть. Еще и Зевс. Дум нужен. Нужен Дум. Дум нужен. Дум нужен. Тролль. Ну, тролль идет ему, будь здоров. Дум. Дум. Орк-шаман идет ему. А Дум нет. Хорош. Боже, какая катка. Дум пришел, отлично. Все, вечный сайленс. Отлично, хитрец АФК. Отлично. Все, он хитреца в могилу сейчас отправит. Интересно, тот чел додумается поставить себе морских? Фуловых морских. Я думаю, не додумается. Сколько у него морских там? Он фулл город сидит, думает, такой, да ну нормально. Ну я ж тащил. Давай сейчас еще собери себе орка-шамана в 3 звезды, чтоб я вот вообще кайфанул от просмотра максимально. Не, ну бусами мог бы поделиться. Дал бы шаману лавы буса. Либо... О, ладно, дорогой. Там чел не... Ну, это было круто, конечно, с его стороны, но нашел дичь. Ладно. Помянем молодого. Помянем. Не, ну может сейчас такое произойдет, что там прилетит 2 ваншота, и все. А такое, кстати, очень... А такое... Нет! Хилься! Живи! Живи, 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 живи! Живи, молю тебя! Просто кольцо заруни... Ой, ёп! Помойное кольцо. Это... Не. Он мог эту катку вытащить. Мог. OTC вот этот, он, ну, немножко того. Почему того? Потому что тот чел мог поставить полностью морских себе и кайфовать от игры. Топ не один бы его даже не, ну, не поцарапал бы, скорее всего. Потому что топ не один бы наносил ему магический урон. Там даже не только магический, там любой урон от способности. Там и чистый, и все такое. Прилетал бы вот этого OTC, и OTC бы возвратка его бы убил. Но чел не сделал этого. Он подумал, что фулл горна ему хватит. И 4 морских ему хватит. И на самом деле UTC как бы, ну, на скеле только что, если что, затащил игру, потому что, ну, потому что вы сами видели. Но вот это вот кольцо, которое закинул топ-не в этого орка-шамана, тупо заруинило ему игру. Ну, и, кстати, бусами мог поделиться. Жлоб. Но, будем откровенно честными, у топ-не-1 были почти все идеальные шмотки. Ему не хватило всего лишь одной шмотки. Это посоха 3-го тира.
Ну и на крайняк ему щит 5 тира еще бы, знаете, вот чтобы вот последний гвоздь в гроб — это щит 5 тира. И все. Обидно. Очень обидная игра. Ну, я не могу передать словами, насколько это обидно. Это только нужно ощутить. Но давайте скилловичку пожмем руку на OTC. Очень такой скилловый хитрец. На 20-м раунде в 3 звезды. Я бы представляю, что было бы, если бы топ не один нашел бы себе Мамору на 10-м раунде, закинул туда орка чернокнижника, сделал бы рефрешер, Некромикон, Рок войны, все это в орка чернокнижника. К 20-му раунду он появляется в 3 звезды, он себе ставит фуловых богов, именно фуловых богов, ну, даже можно так, да и 4. Ну ладно, лучше фуловых, конечно. Фуловых богов себе просто ставит, закидывает все предметы на откат, у него способность... Там, короче, бы метеоритный дождь был бы, но, скорее всего бы... Хитрец все равно бы как бы задушанул это все, но если бы топ не один нашел бы Дума себе в 2 звезды при таком вот билде с орка чернокнижником в 3 звезды, я думаю, хитрец бы не выжил. Это очень красивая игра, очень эмоциональная, и в конце вот показала, насколько скиллуха зарешала. Вы посмотрите на инкам топ не один и инкам OTC этого. 315 против 462. Да, это жестко. Это очень жестко. Ладно, в комментариях поделитесь своим мнением, что вы думаете по поводу этой катки, что вы думаете по поводу вот этого вот скилловичка с хитрецом в 3 звезды через Мамору. И также, ребят, не забудьте оставить свой лайк в поддержку меня и, соответственно, этого ролика. Мне будет очень приятно, если будет куча лайков стоять. А также, кто не подписан на YouTube, то подпишитесь, потому что скоро 2000 подписчиков. Чуть-чуть не хватает, вот чуть-чуть. Ну давайте уже, ну чуть-чуть поднажмем и добьем 2000 подписчиков уже. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!